Привет, друзья! Как вы знаете, уже закончился The International, также закончились многие лиги, и это значит не то, что все будут отдыхать, а то, что совсем скоро начнется новый сезон Dota 2. И в связи с этим мы решили пообщаться с одним из организаторов, с главным директором лиги D2CL, Марком Авербухом, который, как он, может быть, многие знают, многие не знают, раньше был журналистом, сейчас ты перешел уже к такой хронической деятельности, да, как главный всего турнира, главный этой всей новой структуры. Расскажи, пожалуйста, о том, что нас ждет в четвертом сезоне, когда он начнется, что будет нового и, собственно, все, что хочешь. Всем привет! Новый сезон стартует в сентябре. Это интервью, на самом деле, записывается раньше анонса, но выйдет, я так подозреваю, позже него. В новом сезоне мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас было 3 полноценных дивизиона. Это одна из главных фишек, то есть это Европа, Америка и Китай. И мы столкнулись с такой проблемой, что в Китае, чтобы получить команду, нельзя просто отправить им приглашение, там, EG, IG, точнее, там, Newbie и другим командам, получить согласие или отказ и радоваться. Надо вести переговоры с организацией, которая называется Perfect World. Они отвечают за все отношения с командами, то есть без их разрешения команду заполучить нереально. Они как Киспа, только Киспа в Южной Корее, они вот в Китае. И выяснилось, что 7 июля какая-то китайская организация анонсировала турнир, который также пройдет в те даты, когда у нас запланированы финалы. То есть это с 31 октября по 2 ноября. И, соответственно, возникла коллизия. Мы сейчас пытаемся ее решить, но вот я до сих пор не знаю, будет у нас китайский дивизион или не будет. Надеюсь, что все-таки получится. Я уже сказал, что будет план-финал, это наша вторая фишка. В течение предыдущих 3 сезонов финал лиги проходили онлайн. Это многим не нравилось, очень высказывали люди недовольство, что они даже не будут покупать билет, потому что нет лана. Хотя, в принципе, это немного непоследовательно, какая тебе разница, есть лан или нет, если ты сидишь дома. Я понимаю, если ты живешь где-то рядом, можешь поехать, но, видимо, я немножко по-другому рассуждаю. Но это связано просто с тем, что на ланах там такие, знаешь, команды более выкладываются, более интересные игры, поэтому, может быть, поэтому я так думаю. Ты просто говоришь, как человек, который работает в Нави. Ланы это единственное, где они выкладываются. Иногда. Кроме последнего лана. И лан-турнир у нас, лан-финал будет в рамках DreamHack Бухарест, который, как я уже сказал, будет с 31 октября по 2 ноября, то есть это 3 полноценных дня. Мы планировали и планируем до сих пор провести туда 2 команды из Европы, одну из США, одну из Китая. Призовой фонд, то есть те же самые $50 000, которые были на протяжении 3 сезонов, плюс $2,5 с каждого билета. Там уже у нас к билету будет батл бонус и будет собственный айтем. Все это вы можете подчеркнуть из анонса. Формат в плане призовых такой же будет тот же? Формат в плане призовых, да, будет такой же. Этот год мы не планируем менять и уже не будем ничего менять в плане призовых. Мы хотим его отыграть до конца на одном и том же уровне и уже думать после этого турнира, что нам делать в 2015 году, потому что перед организаторами турниров по Dota 2 встает одна такая огромная проблема. Это вот после того, как на International был, я не знаю, это сподвигло или что-то еще, призовой фонд 11 миллионов, вдруг внезапно, неожиданно турниры начали расти как грибы после дождя. Я в основном говорю, кстати, по поводу Китая. Мы видим, турнир на там, сколько там, 74 да, то есть миллиона. Ай-лига, потом вот это возрожденная ВЦГ, еще что-то. То есть, видимо, толчок в Китае это дало то, что у них был финал на International китайский и огромный призовой фонд. И здесь уже придется лавировать так организаторам многочисленных турниров. То есть, если мы смотрим на StarLadder, мы понимаем, что так как они были первые, у них они свои лидирующие позиции не потеряют. Не потеряют Dream League, не потеряют, а остальным турнирам, таким как нам, как D2L, еще, возможно, таким как Excellent Moscow Cup, им придется бороться за зрителя, придется как-то выстраивать свое расписание так, чтобы не было конфронтаций с другими турнирами, и здесь придется очень много думать. В 2015 году турниров по доте будет, наверное, раза в 3 больше, чем в 2014. У нас в 2014 году только вот в июне или в июле был в доте миллион разыгран, это даже без учета там International. Что будет в 2015, мне даже сложно представить. Но
как бы, на мой взгляд, проблема в том, что рано или поздно, ну, это такой пузырь, который сейчас надувается с помощью International. Он рано или поздно лопнет в 2016 или 2017 году, но это произойдет. И тогда останутся организаторы, у которых есть ну, четкая стратегия развития, либо огромное количество денег, чтобы продолжать их вливать. Я надеюсь, что мы будем как в первую категорию, так и во вторую. Вот, я очень этого хочу. Но возвращаясь к нашему 4-му сезону, я хочу сказать, что помимо лан-финала, помимо 3 дивизионов, мы очень сильно проработали, отшлифовали правила. Мы это делаем, ну, фактически в течение каждого сезона. Мы записываем, какие изменения нам нужно внести. Вот, в частности, ситуация с командой Virtus.pro, которая была, когда они опоздали там на 30 с лишним минут, и менеджер команды Эш спорил с одним из наших судей о том, что если первый техпор после 15 минут, то по второго надо ждать еще час. То есть мы там отшлифовали правила, теперь более понятные формулировки. Мы стараемся, чтобы наши правила, ну, конечно, они жесткие, но тем не менее какая-то логика в них есть. Если команда не соответствует им, то мы вынуждены принимать такие вот решения, как в ситуации с Virtus.pro. Но я уже много раз говорил, что это дается непросто. Второе нововведение, даже я бы сказал, что оно первое, мы делаем соревнования среди менеджеров команд. Мы делаем это впервые, ну вообще впервые в киберспорте. Все дело в том, что менеджеры — это люди, которые выполняют достаточно большой объем работы, и они все время за кадром. Есть менеджеры плохие, есть хорошие. Вот мы хотим выделить хороших, сказать, вот это клевые ребята, мы хотим самого лучшего из них наградить. Будут определенные критерии оценки работы менеджеров в сезоне D2CL, и я думаю, что это подтолкнет людей выполнять свою работу более качественно, потому что я не буду сейчас называть конкретные имена, но у нас были... Это почему не будешь? Называй. Я скажу тогда просто ситуацию. То есть, допустим, вот проходил какой-то турнир в Америке, я не помню, MLG это был или Summit это был, и до саммита мы уже распланировали плей-офф нашей лиги. Потом внезапно выясняется, что одна команда, она вот возвращается в тот же день, а на этот же день уже у нас матч плей-оффа, и в принципе логично понять, что им, наверное, неудобно играть. Но, наверное, вам было это известно раньше, и вы должны были как-то дату перенести заранее. Но все это выясняется за 2 дня до этой игры. В тот момент очень сложно было найти какой-то даже один день для того, чтобы 2 команды согласились сыграть, потому что на носу был ESL One, еще много турниров, еще какие-то тренировки у команд. И мы начали искать решение. Мы ищем решение, и в этот момент происходит такая ситуация, что менеджер этой команды обращается к своему вышестоящему менеджеру, тот обращается к непосредственному директору D2CL Александру Кахановскому, а тот идет к нам и говорит: ребята, вы там, мне говорят, вы собрались кикать эту команду с турнира за то, что они опаздывают. Это было не очень красиво, но мы решили ситуацию, но это нам не понравилось. То есть, ложки нашли, но осадочек остался. И мы хотим исключить какие-то, ввести факторы, которые будут мотивировать менеджеров свою работу проводить на том же уровне, на котором мы проводим свою. И, по крайней мере, не делать такого вообще саботажа, грубо говоря. А что получат менеджеры? Менеджеры получат, во-первых, кубок. Мы сейчас разрабатываем специальный дизайн. У нас будет кубок для чемпиона и кубок для лучшего менеджера. И мы сейчас ведем, мы рассматриваем возможность того, чтобы менеджер получил определенный 2-3% от суммы, вырученной с продажи билетов. Либо 2-3%, либо это будет какая-то фиксированная сумма, 1000 или $1500. Что-то, в общем, что ему будет приятно. Он был лучшим менеджером, чувак, ты крут, радуйся. Собственно говоря, это у нас будет такой 4-й сезон. Хорошо. Ты говорил, что 4-й сезон у вас очень похож на формат того же StarLadder. Почему вы пришли к такому формату, и не боишься ли ты, что вот сейчас, особенно после International, когда такой решафл, китайские команды, у вас там не совсем пойдет все гладко? Почему решили сразу начать так? На самом деле, о том, что нам нужно выходить в дивизионы, я думал еще до 3-го сезона, но тогда просто не было такой возможности. Выход на дивизионы, на европейский, китайский, американские, какие-то любые еще, это довольно стандартное расширение лиги. То есть
ты охватываешь больше аудиторию, ты избегаешь вот этих качелей американские и европейские сервера. Ну, это просто со спортивной точки зрения нечестно, когда американские команды играют на европейских серверах, а европейские на американских. Единственное, кому это не то не все, это Cloud9, где два канадца и всегда плохо. Да, всегда плохо. Они привыкли. Вот, и поэтому вот эти 3 дивизиона, их может быть и больше, это стандартная практика развития лиги. Насчет того, не боюсь ли я, конечно, я не боюсь, но я опасаюсь, что у нас не получится с китайцами. Но не по причине того, что у них там команды распались или еще что-то, а вот по причине того, что у них накладка с расписанием. Мы о ней не знали, мы о ней узнали только вот когда уже начали вести переговоры с Perfect World. По поводу команд я здесь хочу сказать, что на самом деле мы видим, что сейчас, например, начинается I-лига. Но это абсолютно безумная затея, то есть у них 7 или 11 начинаются квалификации, и в принципе они ставят перед командами, которые собираются менять составы, сейчас еще, может, ведут какие-то переговоры, ставят их перед фактом. Вот вы либо сейчас собираете прямо сейчас состав и будете бороться за $230 тысяч, но потом этим составом играть еще несколько месяцев или там год, либо вы можете чуть больше взять времени, там, допустим, Старлада начинается в конце августа, на 2 недели больше, более осмысленно подойти к вашему будущему составу, и тогда играть уже, допустим, с ним целый год, до следующего International. Мне кажется, что команды вроде Альянсы, те команды, которые сейчас еще не уверены в своем ростере и пытаются какие-то оптимальные пути найти для того, чтобы их состав в 2015, в конце 2014 и 2015 выглядел так, как им хочется, они ответят на этот вопрос нет. Потому что когда у тебя на кону стоит $230 тысяч, но тебе нужно как-то быстро найти игроков, есть возможность, что ты допустишь ошибку. И поэтому вот этот эксперимент I-лиги, он выглядит для меня достаточно безумно. То есть это люди, которые говорят, $230 тысяч или сколько там даем, и давайте все к нам. Да, давайте все к нам. То есть команду, которые уже, конечно, сформировали свои составы, уверены в них, они примут участие. Команды, перед которыми еще стоит этот вопрос, я не думаю, что они примут участие в I-лиге. Мы можем посмотреть, кстати. А когда у вас начинается сезон 4? Первая игра должна быть в начале сентября. То есть еще, по сути, есть там 3 недели, почти месяц. Да, у нас есть 3 недели. Мы сейчас ведем, собственно говоря, общение с командами, согласовываем расписание. Но вот самый важный фактор, мы просто не знаем насчет Китая. Да. То есть если Китая не будет, мы допускаем такую возможность, то значит у нас будет 2 команды из Америки, 2 из Европы. Это тоже, в любом случае у нас был 1 дивизион, стало 2, не 3. Значит, в следующем сезоне будет все-таки 3. А сколько команд будет в каждом дивизионе? Мы решили, что надо избавляться от этой порочной практики с участием ПГГ и остальных ПГГ, а как же новая команда? Всемирно известных игроков. Как же Outstyle, новая команда? Дело в том, что мы собираемся уменьшить количество проходных матчей. Это матчи с участием команд, которые, грубо говоря, не соответствуют названию нашей лиги. Сколько команд будет? Будет 5 команд в каждом дивизионе. А квалификация будет? Подожди, 6, 5. 6 или 5, я точно не помню. Квалификации... 10 или 12 команд. Да, квалификации не будет, только приглашения. Может быть, будут борьба за последний слот между 2 командами. То есть, допустим, если мы берем европейский дивизион, объективно это Альянс, Нави, Fnatic, кто там еще был? Вот мы занимаемся насчет Virtus.pro. То есть, если мы берем в расчет Virtus.pro, мы понимаем, что у них огромная медийная база, и, наверное, их приглашение с точки зрения плюсов для лиги, оно должно произойти. С другой стороны, мы понимаем, что если мы основным критерием приглашения команд ставим их скилл, то здесь Virtus.pro под вопросом. Мы думаем сейчас, пригласить Virtus.pro или пригласить Mousesports, или сделать так, чтобы они сражались за последний слот. То есть сочная встреча, кто лучше, тот и проходит. Я, конечно, даже как не любитель команды Virtus.pro, все-таки склоняюсь к тому, что лучше для лиги будет пригласить ВП. Даже если они будут играть с НС, даже если они будут играть так же, как они играли весь вот этот 2014 год, все равно люди будут их смотреть, не просто чисто, чтобы поржать. Я вот тоже для этого смотрю Virtus.pro.
Добрый ты человек, в принципе. Ну, мне кажется, это объективная точка зрения. Единственная причина звать VPN турниры это для того, чтобы получить их огромную там медийную вот эту базу, которая у них есть. Хорошо, будут ли еще какие-то улучшения в лиге с точки зрения вот там, обычного зрителя, который просто хочет посмотреть доту? Что он получит? Скажем, он получит, там будет билет, сайт, там что-то, батл бонус. Мы сейчас комментаторы, стримы, что-то такое. Мы пытаемся с Версутой что-то сделать, то есть как-то книжки по-хорошему планировать. Нет, знаешь, там, как правильно вести себя, там, где нам, знаешь, как вилками, какими ножами нужно рыбу есть. Прогресс. Следующая Версута сидит в фарточке, да, это разрезает кучей ножиков там рыбу на стриме, да. Ну это в его водах, там, после кошек, я думаю, это самое оно будет. В плане именно трансляции там идет определенная работа, но она направлена на графическую составляющую, то есть там лейауты, оверлей, плюс ну, к этому сезону мы не успели сделать флеш-интерфейс, наверное, успеем к следующему, потому что это достаточно проблематичная задача. И, насколько я знаю, у Нави должна открыть собственная студия, и Версута все-таки уже должен будет вещать из нее в 4-м сезоне, плюс ему компанию должен составить будет Light of Heaven. Я вот не знаю, будет ли он здесь находиться в Киеве, или будет у себя комментировать из дома. Но я считаю, что это достаточно серьезный буст, когда даже один комментатор, даже Версута, сидит в студии. Я думаю, что для ребят это будет, ну там, он может какую-то аналитику давать, к нему можно будет приглашать гостей, потому что, я не знаю, согласились бы гости идти домой к Версуте. Домой к Версуте, наверное, не стоит. И с этой точки зрения, да, это шаг вперед. Мы сейчас разрабатываем очень интересную идею с Sora, то есть у нас будут бандлы. Их какая-то продукция со скидкой, плюс в качестве подарка билет на D2CL. То есть там можно будет купить наушники со скидкой 10% и получить билет D2CL. То есть учитывая, что билет D2CL будет стоить 300 с чем-то рублей, плюс еще скидка 10%, это получается, там, допустим, если наушники стоят 3000, ты получаешь их со скидкой 20%. Вот. Это достаточно, ну, то есть вот мы пытаемся как-то взаимодействовать, найти пути взаимодействия с нашими партнерами, так, чтобы они чувствовали действительно отдачу, потому что вот по итогам там, 2-го и 3-го сезона, когда у нас просто висели баннеры, когда у нас крутилась реклама, ну, мы сочли, что это, мы должны давать партнерам больше. И вот мы сейчас пытаемся нащупать эти пути, которые покажут нашим партнерам, что мы действительно не стоим на месте, не просто крутим их ролики. Ну, я думаю, что здесь, знаешь, такая прямая зависимость, если мне как зрителю нравится какая-то лига продукта, я вижу, что там он спонсируется какой-то компанией, это само собой мне нравится эта компания, потому что мне становится интересно, раз они такие молодцы, и работать с такими молодцами, то, наверное, они что-то знают об этом. Ну, знаешь, если мы говорим о Европе, то, наверное, да, там достаточно лояльная публика. Если мы говорим о СНГ, то по тем 10% аудитории, которые невероятно активны, можно складывается впечатление, что, скорее всего, если они их заинтересует это предложение, то они еще будут очень долго сомневаться, купить или не купить. Но это, наверное, все-таки зависит напрямую от достатка человека, потому что ну, новый девайс, там, наушники там, 70-80 долларов стоят. Я не знаю, обладают ли люди такими деньгами. При этом сейчас мы, вот как мы не пытались избежать ситуации, попасть в 4-м сезоне в ту же ситуацию, как в 3-м, когда у нас там пересечение с Dream League, со Star Wars, с ESL One, с Summit, мы все равно попали в нее. У нас пересечение с I-лигой, у нас пересечение с Excellent Moscow Cup, со Star Wars мы знали, что у нас будет пересечение, у нас пересечение с какими-то китайскими турнирами, когда я даже не знаю, там их 3 или 4 или больше. И все это приводит к тому, что зритель стоит перед выбором. Там, ну, допустим, у него там 20 долларов есть и 5 турниров. И вот как бы что, понятно, что он купит Star Wars. Все, уже остается один турнир. И вот за этого зрителя надо бороться. То есть я знаю, какое отношение среди определенной аудитории к нашей лиге, после того, как мы дисквалифицировали Rockskis, после того, как мы жестоко отнеслись к ВП, там, после ситуации с командами в матче Fnatic Альянс, мы заставили их после 20-минутного развития игры начинать все заново. Но, тем не менее, мы стараемся сделать наш продукт лучше. Какие-то шаги мы предпринимаем, все необходимые для этого шаги. Я думаю, что рано или поздно зрители и вся аудитория поймет, что то, что мы делаем,
то, как мы форсим наши правила, что мы не отступаемся от них, что это все-таки на длинной дистанции это плюс для киберспорта, на короткой дистанции это минус для Orskis, на длинной дистанции это плюс для всего киберспорта. Маленький шажок для человека, да. На большой это Orskis. Для Orskis, оказывается, Гобокс Майкл шагнул прямо в тренера Нави. Не знаю, помогло или нет. Ну, скоро узнаем. Спасибо тебе за интервью. Да. Надеюсь, что четвертый сезон будет еще лучше. Я тоже надеюсь. И смотрим много интересных игр. Да. Подписывайтесь Увидимся на D2CL.